Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы с вами поговорим об игле, поговорим о том, почему игла обладает достаточно сильной энергетикой, как вы можете использовать ее себе во благо, как игла может привлекать в жизнь человека как хорошей, так и не очень энергии. Давайте вместе с вами будем разбираться, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Вы знаете, игла еще с давних времен обладала большой энергетической силой. Она способна была навести на человека в умелых руках порчу, испортить жизнь, притянуть негатив, так и защитить дом человека от любого вида негатива, который обратится к ней за помощью. Также поможет притянуть различные светлые энергии, такие как счастье, благополучие, финансовая стабильность, радость, любовь. Иглы способны накапливать различные энергии, которые их окружают, поэтому к ним нужно относиться со всей серьезностью. Да, это очень маленький предмет, и глядя на него, кажется, что он очень хрупкий, но благодаря тому, что он сделан из железа, имеет острие на конце, сила его необъятна. Поэтому недаром испокон веков ее используют в различных магических ритуалах. Со швейными иголками связано и много народных примет, и очень важно знать и разбираться в них. Итак, если вы желаете, чтобы молодая девушка поскорее обрела свое счастье и вышла замуж, нужно в ушко иглы вдеть белую нитку, проговаривая при этом такие слова. Эта игла, называете имя человека, нужной энергии привлечет счастье. Благодаря этому она найдет вторая половинка поскорей. Называете имя «Появись», любовь браком завершись. Дарите ей заговоренную иглу в четверг, и пусть она сразу начнет ее использовать. И очень скоро она познакомится с прекрасным молодым человеком. У них завяжутся крепкие отношения, которые обязательно закончатся желаемым результатом. Если вы желаете подарить какой-то женщине счастье, вденьте в иглу красную нитку и завяжите ее на 3 узелка, проговаривая такие слова. Эта игла счастьем, называете имя, окружит ее жизнь радостными событиями, наделит, всю печаль отгонит. Такую иглу можно дарить в любой день, кроме понедельника, так как этот день все-таки с тяжелой энергетикой. Когда она возьмет ее в руки, пусть на нижнем белье данная нитка сделает 3 стежка и при этом представит, что именно для нее означает счастье. Очень скоро она наполнит ее жизнь, чем притянет радость и много чудесных моментов. Если предстоит свадьба, нельзя, чтобы мать жениха или невесты в этот день брала иглу в руки, иначе отношения между молодыми будут скверными, а брак долго не продержится. Если на свадьбе будет много гостей, тогда нужно приколоть на платье невесты в самом низу четное количество новых иголок. После свадьбы пересчитать их. Если какая-то игла будет утеряна, это означает, что она вобрала в себя негатив, который предназначался невесте и который кто-то из недоброжелателей пытался ей отправить. Поэтому все остальные иглы нужно завернуть в белую тряпочку или салфетку, вынести и выбросить подальше от дома со словами «Невесту иглы уберегли, вред причинить ей не позволили. Пусть тот, кто это сделать хотел, все зло на себе ощутит и негатив притянет. Это действие вернет все плохое тому, кто собирался сотворить зло в такой прекрасный праздник». Если вам предстоит заключение важной сделки, тогда приколите иглу на внутреннюю часть воротника. При этом проговорите такие слова 3 раза. Сделка с легкостью пройдет, результат нужный привлечет. Сотрудничество успешное мне принесет. Когда подпишете все документы, иглу киньте в любой водоем, но с бегущей водой, пожелав о том, чтобы ваше дело и финансы приумножались. И очень скоро вы ощутите желанный результат. У вас начнут деньги появляться в большом количестве. Сотрудничество будет приятным, что повлечет за собой расширение дела и новых партнеров. Если вы решили пошить вещь, когда придете в ателье или домой к швее, посмотрите внимательно на ее руки. Если они все будут поколоты, это укажет вам на то, что у нее недоброе сердце. А если у нее в подушечке будут все нитки закрученные, то это укажет на то, что данный человек любит конфликты. Поэтому одежду шить все-таки у нее не стоит, так как такой человек, держа иголку в руках, с помощью ее острия будет передавать негатив всему тому,
чему только будет прикасаться, а вы, надев такую одежду, разрушите свое энергетическое поле, и из-за этого в вашу жизнь придут проблемы различного рода. Вы будете притягивать любой негатив извне и не сможете ему противостоять, так как у вас не будет нужного количества энергии. Ну а если у женщины будут руки не обколоты, то это говорит о том, что перед вами доброжелательный, искренний человек. И у такого человека стоит шить одежду. Во время носки она не будет не только притягивать к вам светлые энергии, укреплять ваше биополе, но и защищать вас от негатива, который может попадать к вам со стороны. Если девушка или женщина, которая состоит в отношениях, уколется иглой, ей стоит ожидать предложения руки и сердца от ее возлюбленного. Если уколется женщина в браке, это означает, что в семье произойдет очень приятное событие. Если сломается игла во время шитья, это укажет тому, кто ней шил, на то, что в его жизни предстоит новый этап, который будет более счастливым и радостным, чем тот, что есть сейчас. Если игла сломается у человека, жизнь которого наполняют проблемы, это скажет о том, что они очень скоро уйдут и все наладится. Если игла выскользнула неожиданно из рук и упала на пол, это говорит о том, что вам нужно подготовиться к встрече гостей. А если она воткнется носиком в пол, ковер, это укажет на то, что тот человек, который придет в ваш дом, приходит в него с нечистым сердцем. Если же она воткнется ушком, это укажет на то, что те, кто придут в ваш дом, любят вас только за то, что вы есть, и всегда при любых условиях подставят вам свое плечо и подадут руку помощи, поэтому обязательно цените таких людей. А вот если игла сломается, когда в доме будут гости, это означает, что кто-то из этих людей вам завидует. Присмотритесь, вы много чего увидите. Старайтесь вообще никогда не шить, когда в доме есть хоть кто-то посторонний. Даже если вы считаете, что данный человек вам близок, так как вы не можете полностью знать, что у такого человека в душе. И если он излучает негатив, то вы с помощью острия углы притянете его к себе. Еще и пришьете к своей одежде, что скажется на вашей жизни очень неблагоприятно, а порой и даже проблемно. Если потеряете иглу без нити, это означает, что вас ожидает неприятность, поэтому стоит поберечься. Совершать все действия нужно будет обдуманно, но если потеряете вместе с нитью, стоит ожидать сильный скандал в семье, который произойдет, как говорят, на ровном месте. Если же потеряете иглу с нитью, это укажет на то, что кто-то придет к вам с просьбой, которой вам нужно данному человеку отказать, чтобы не причинить себе вреда, особенно в такое время никому не одалживайте деньги. Если вы сядете на иголку, это привлечет в вашу жизнь неприятный этап, на котором вас могут предать. Если вы уколитесь в такой момент, это говорит о том, что ваш близкий человек вас очень сильно обидит, или же ваша вторая половинка уйдет к другой женщине. Если наступите на иглу, значит, с близкими друзьями могут испортиться отношения. Если наступите на иглу, которую не могли найти на протяжении долгого периода времени, это приведет к разногласиям в коллективе. Если будете доставать иглы и при этом они рассыпятся, то вам стоит ожидать череду неприятностей. Чтобы этого избежать, поднимайте их быстро левой рукой. Думайте в этот момент о чем-то хорошем. После того, как закончите, подержите под проточной водой руки, представляя, как вода весь этот негатив уносит прочь. Так вы сможете минимизировать все плохое, что собирается к вам прийти. Если во время того, как будете шить или вышивать, нитка будет постоянно путаться, это укажет на то, что вокруг вас находятся сплетники, которые завидуют вам и будут всячески пытаться отобрать у вас то, что им бы хотелось иметь в своей жизни, поэтому обязательно стоит провести защитный ритуал. Если вы надели на себя одежду и обнаружили в ней забытую иголку, это предостерегает вас, что в течение дня может произойти какой-то несчастный случай. Поэтому будьте предельно осторожны. Если есть возможность не выходить на улицу в такой день, сделайте это. Если нет, возьмите кусок бумаги, желательно белый. Нужно вынуть тут же иглу, положить ее в бумагу и сверху насыпьте солью. Заверните и проговорите такие слова: «Ту беду, что меня ожидала, соль вберет, а игла ее с меня уберет». Так вы сможете себя обезопасить.
Не стоит свои иглы одалживать кому-либо, чтобы потом не жалеть о том, что у вас отобрали счастье, стабильность или еще что-то. А вместе с иглой вы получили только беды и проблемы. Вы также никогда ни у кого не одалживайте иглу, так как вы не знаете, какие энергии окружают данного человека. А ведь при контакте с иглой она это все впитывает, а затем передаст вам, что принесет в вашу жизнь все то, что окружает того, у кого вы взяли иглу. Если этот человек о чем-то переживает, вы заберете его переживания себе. Если вы нашли иглу возле жилья, либо в нем, и она вам точно, вы знаете, не принадлежит, а что хуже всего, если она будет с ржавчиной или с какими-то насечками, это говорит о том, что на вас наслали порчу. Помните, ее ни в коем случае нельзя поднимать руками. Используйте для этого резиновые перчатки, либо лист бумаги, но обязательно чистый. Вынесите подальше от дома, с собой возьмите 2 тоненькие восковые свечи, 2 щепоточки соли, стакан проточной воды. Вам нужно найти место подальше от вашего дома, так чтобы во время ритуала вас никто не отвлекал, так как если будут кто-либо отвлекать, вы не сможете полностью избавиться от всего негатива. Положите лист с иглой на землю, по обе стороны от него установите свечи, так, чтобы они были под наклоном, одна к другой. Сверху на лист бумаги насыпьте щепотку соли, а второй сделайте вокруг этого всего круг по часовой стрелке. Подожгите свечи, проговаривая при этом такие слова: «Соль порчу собери, с меня или с моей семьи ее убери». Огонь посыл – это выжги, негатив тому, кто наслал, верни. Затем, когда проговорите данные слова, подожгите бумагу, где находится ваша игла. Когда будет гореть, проговаривайте следующие слова: «Ощущаю, что негатив меня, семью и дом покидает, прочь улетает». Как только проговорите, плюньте трижды через левое плечо. Когда свечи и лист бумаги сгорят, вылейте воду сверху на то, что осталось, и при этом скажите следующее: если что-то плохое с этого места хозяину не ушло, пусть земля в себя вберет и никогда обратно не вернет. После этого уходите с данного места и ни в коем случае не оборачивайтесь. Так вы снимете посылы порчи, и она не причинит тот вред, который должна была принести в ваш дом. Чтобы не навредить себе, никогда не втыкайте иглу в стенку. Так вы нарушаете энергетику дома. Делаете в ней прокол, который с легкостью будет способен притянуть негатив. Нельзя брать ее в рот, так как если она где-то подобрала какой-то негатив, вы его в такой момент переплетете со своей энергетикой или же нарушите потоки энергии, которые укрепляют ваше энергетическое поле. Нельзя принимать и иглы в подарок. Если вы не уверены в искренности данного человека или же в этот момент, когда вы им будут дарить, вы можете ощутить прилив страха, так как это сработает ваша энергетическая защита и укажет на то, что с иглами не все в порядке, и дарят вам их для того, чтобы навредить, а не помочь или по незнанию. Нельзя втыкать и в ковер, мебель или еще в какие-либо предметы интерьера. Такое действие разозлит вашего домового, а когда он разозлится, то перестанет следить за энергетикой вашего жилья. Будет пакостить, из-за чего в доме станет некомфортно находиться. Нельзя иглы втыкать и в кровать, так как это приведет не только к сильным конфликтам в семье, но и к разрыву семейных отношений. Если это действие проделывать постоянно, то можно навлечь в свой дом непоправимую беду. Будете прикалывать иглу просто так в штору, так как будете лениться занести на место или оставлять на подоконнике, это приведет к тому, что это будет мешать энергиям передвигаться по дому, образуется энергетический застой. Не шейте перед командировкой, так как результат вас, к сожалению, может только расстроить. Вы не найдете общий язык с нужными людьми. Не стоит брать иглу в руки, если кто-то из родных в поездке, так как это притянет к ним проблемы в дороге. Никогда не шейте и на себе. Это приведет к тому, что вашу жизнь наполнят проблемы. Вы утратите мудрость и может ухудшиться даже зрение. Чтобы притягивать в дом хорошую энергию, храните иголки в специальной подушечке. Если купите ее в полнолуние, то такая подушечка будет наделять ваши иглы положительной энергетикой и придавать им больше силы, которую вы сможете использовать себе во благо.
Вдевайте в иглы разные цветные нитки. Это наполнит дом благополучием, изобилием, стабильностью. Деньги будут поступать в нужном количестве. Если под подушечку с иглами положить палочку корицы и монету желтого цвета большого номинала, это поможет наполнить дом счастьем и быстро разбогатеть. Запомните, игла и иглы – это вообще личная вещь, поэтому принадлежать они должны только вам, так как вы хранительница домашнего очага, и они будут вам всячески в этом помогать. Если вы над входной дверью ровно по центру установите иглу кончиком вниз и при этом трижды скажете такие слова, негатив под этой иглой в дом никакой не пройдет, его никто не пронесет. Если игла зло ощутит, его приумножит и на недоброжелателя обратит. Это сильные защитные слова, которые помогут уберечь ваш дом от зла и недоброжелателей. Если вы чувствуете, что вам нужна защита, прикрепите иглу на одежду, попросив о помощи, и она вам во всем поможет. Главное, проговаривайте слова внятно и от души. Используйте силу иглы себе во благо и не делайте с ней ничего такого, что может вам навредить. Пользуйтесь народными приметами, о которых узнали, которые могут вам на многое указать и от многого вас уберечь. Ведь когда знаешь, чего ожидать, легче противостоять неприятностям. Игла – это сильный оберег, не забывайте об этом. Обращайтесь к ней за помощью, когда будете в этом нуждаться. Воткнув иглу в косяк, вы убережете свой дом от безденежья, бед и проблем. Используйте, друзья, эти важные знания себе во благо. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, обязательно ставьте лайк этому видео, обязательно поделитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Прямо сейчас на экране, друзья, видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех благ! Услышимся в следующем видео.